Приветствую вас, уважаемые зрители! Расскажу вам сегодня о посылочке из Китая, которая содержит лиферные аккумуляторы на 105 ампер-часов. Они мне нужны для солнечной электростанции. У меня уже есть две такие батареи 12-вольтовые, но от других производителей батареи, и с ними была у меня проблема. Если будет интересно, пишите, я расскажу. То есть у меня была разрядка ниже 1 вольта, опускались ячейки, но восстановились. Вот так выглядят эти ячеечки от Литокала. Довольно хорошо выглядят, не повреждены пришли. Посылка пришла на почту. 3 месяца шла посылка. Клеммы, конечно, выглядят не очень. Видно, что аккумуляторы не новые, поэтому я их буду тестировать. 3286, вторая. 3286, 3285, 3286. Значит, это у нас будет 1, 2, 3, 4. Пара слов о приборах, которые буду использовать в тестировании. Сначала я заряжу до полного заряда устройством Q8 от ASDT. Потом буду разряжать с помощью этой электронной нагрузки DL24. Буду использовать измерительные приборы также, такие как тестер Mestec, токовые клещи, все остальное. И измеритель внутреннего сопротивления 1035+. Так, у нас закончилась зарядка этой ячейки. Залилось 22,5 ампер-часа за 4 часа 57 минут, почти за 4 часа 58 минут. Сейчас мы померяем напряжение на баночке. Так ли все верно? Смотрим. 3,59. Ну, то есть 3,6. Вот это все верно, не перезарядилась. Эта зарядка очень хорошая. Ну что ж, дальше мы будем разряжать эту банку. Ячейка постояла ночью для того, чтобы на ней устаканилось напряжение. Подсоединена к электронной нагрузке DL24. Есть силовые кабели, по которым пойдет разряд, есть сигнальные кабели, по которым будет считываться напряжение. Напряжение на банке сейчас 3,347 тысячных. Все готово к старту. Поехали. Разряд будет 10 амперами, как видите. Будет несколько включений, и потом посмотрим, какая емкость. Итак, разряд идет. Также мы видим здесь контрольные часы. Разряд идет 10 амперами. Наверное, будет часов 10, если она 105 ампер, разряжаться. Посмотрим, какая реальная емкость этой ячейки. У электронной нагрузки есть мобильное приложение, по Bluetooth соединяется. Тоже здесь будем мониторить прогресс. Промежуточное включение записи между началом и концом разрядки. Такие у нас показатели. Часики здесь же лежат. И следом я вставлю скриншот из приложения, из Bluetooth приложения DL24. Закончился разряд банки. Мы видим 79,8 ампер-часа. Тут я поставил разрядный ток 2 ампера. Сейчас вольтаж 2,7, ну или 776 тысячных. Посмотрим, сколько еще получится снять. Стартуем. Сюда же прибавится
Прибавляется и время, и, соответственно, емкость. Погнали. И в данный момент на этой банке напряжение у нас 2,610 тысячных вольта. Прошло у нас 8 часов 14 минут. Слилось 80 ампер часов. Так что никакие здесь не 105, как нам обещали. Литокала 105 ампер часов. Привет вам, Литокала. Так, заряжать будем следующую банку, дозаряжать вторую банку. Вот она, вторая. Значит, у нас условия ЕМС 10 амперами, литий-феррум. Стартуем. Окей. Все, зарядка пошла. Мы видим время, видим температуру. Все, заряд окончен. Как я и говорил, 21 ампер час залился во вторую баночку. Ну что ж, на тесте у нас вторая банка. Постояла на 8 часов после полного заряда до 3,65 вольта. Теперь я уже знаю, что в этих баночках не 105 ампер, а 80, поэтому 0,1С я ставлю 8 ампер на разряд. И вперед, поехали. Стартуем. Стартуем мы как раз в 10 часов вечера, 22:00. Грубо говоря, вот весь процесс, будут включения. Завершился заряд второй ячейки. На вторая ячейка получилось здесь даже меньше, чем в первой. 76 586 мАч. В приложении то же самое мы видим. Время сейчас 8 утра. Но попробуем мы сейчас еще добить 2 амперами. Сколько получится снять. Так вот, установки у нас 2 ампера. Вольтаж сейчас 2,688. То есть 2,7 буквально. Стартуем. Пошел разряд. 2 амперами вентилятор даже не крутится. И здесь у нас данные тоже пошли. Разряд 2 амперами. Я думаю, что до 80 точно не доберемся. Максимум до 78. Проверим. Вот еще на 2 амперах сколько залилось. То есть до 77 ампер часов даже не дошло. Вот дублирующее в программке. В общем, друзья, вторая баночка такой емкости. К зарядке третья ячейка. С такими настройками сейчас будем стартовать. 8 ампер в этот раз поставил, потому что пробуем так. Старт пошел. Набирается постепенно 8 ампер. Третья ячейка. Так, начинаем тест третьей ячейки. Разрядный ток 8 ампер до 2,5 вольт. Старт. Время у нас 9:41.
закончился процесс вычисления емкости третьей ячейки. Получилось у нас еще меньше, 75 752, то есть 76. Сольем еще 2 амперами сколько-нибудь с этой баночки. Ну вот получилось все равно 76,06 ампер часа. Такие результаты. Четвертая банка или ячейка на тесте. У нее сейчас напряжение 3,475. Постояла, уже остыла, заряжалась до 3,65, как обычные. Те прежние баночки заряжались. Разряд будет на 8 амперах. Стартуем. Старт. Дальше мы уже будем следить через приложение за процессом. Вот у нас 9 ампер часов слилось, 16 ампер часов слилось, 31 ампер часа слился, 40 ампер часов слилось. Время тут также можно видеть. Есть часы на телефоне и есть в графике тоже часы. Видите, здесь я прибавил, поставил 10 амперами разряд, потому что мне надо было как-то поскорее. Вот такой вот результат у нас получился: 78 и 456 за 9 часов 5 минут до 2,5 вольта. Видите, разрядилось. Ну, как всегда, попробуем еще 2 амперами слить немножко. Вот 2 амперами слилось еще совсем какие-то крохи, даже 1 ампер часа не набирается при этом сливе. Весь процесс 9 часов 10 почти минут. 78 800 583. Вот так. Такой результат получился. Замерим внутреннее сопротивление вот этим устройством. Начнем с 4-й банки. — 43 миллиома. 3-я банка — 47-48 миллиом. 2-я банка тоже 47-48. И 1-я банка контачит плохо. 46, 45-46. Напряжение у всех примерно 3,33 вольта. Что ж, тестирование завершено. Потратил я на это 4 дня. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать реальную емкость этих ячеек от Литокала. Пишите комментарии, будем общаться.